Привет, я Даша. В прошлом видео я сшила себе платье, сарафан, не знаю что, вот такое. И я решила его немножечко улучшить и сшить к нему красивую блузку, которая будет надеваться под сарафан, под платье, будет закрывать руки, плечи, и она будет очень легкая и не даст моим плечам сгореть. Я нарисовала эскиз того, что хочу получить, и вспомнила, что у меня есть похожая блузка, и поэтому я решила, что она будет прототипом для новой. У блузки должны быть обязательно пышные рукава и горловина, которая будет собираться и регулироваться. Я буду шить из легкого прозрачного хлопка. Найти его было почему-то очень сложно. В магазине мне предлагали только плотные ткани, либо не подходили по плотности, но были с рисунком, либо были слишком тонкие. В итоге я пересмотрела буквально все белые ткани, но нашла то, что хотела. В общем, я хотела сшить эту блузку очень быстро и решила обойтись без распечаток и построения выкроек. Плюс ко всему, я нашла очень много подобных выкроек, думаю, примерно миллиард, как платных, так и бесплатных, поэтому мне не хотелось делать ее самой. Также сама модель показалась мне довольно простой. Я начала с того, что отпарила ткань утюгом и пошла раскладывать материал для того, чтобы перенести свою выкройку с кофты на ткань. Да, я не стала переносить выкройку на бумагу, потому что я не хочу, и мне такая выкройка больше не понадобится. В общем, я сложила ткань пополам. Да, она сминалась очень быстро, буквально до одного моего взгляда на нее она сразу скукоживалась, так что я решила с этим не бороться и отдаться воле случая. Свою блузку я тоже сложила пополам, спрятала рукава и совместила по сгибу с тканью. Далее обвела по контуру, вырезала и повторила все то же самое со спинкой. По дороге я оставила себе около сантиметра на припуске на швы. С рукавами мне пришлось чуть посложнее, но тем не менее я также смогла его обрисовать и выкроить. Сложила рукав по шву, обвела контур с одной стороны, а затем переложила и сняла контур рукава со стороны спинки. В моем случае я захотела сделать рукава немного длиннее. И далее также выкраивала и оставляла 1 см по периметру рукава, так как кофту я решила сшивать французским швом. Короче, у меня получилось 4 детали: спинка, полочка и 2 рукава. Тут я еще вырезала ленты для завязок, но я прочитала с длиной и попозже сделаю их заново. Я решила начать с рукавов, сложила их лицевой стороной наверх и прошила прямой строчкой. Затем обрезала лишнюю ткань с припуска на швы, чтобы там осталось примерно 2-3 мм, вывернула наизнанку и снова прошила. Я еще решила прогладить перед тем, как скалывать с изнаночной стороны, чтобы шов получился аккуратнее. Обожаю! Нравится. Выкрыла 2 левых рукава, уже их сшила. Такая молодец, я не могу ни дня без драмы. Пойду переделывать. Рукав я быстро переделала и перехожу к основным деталям. Тут снова все очень просто. Я скалываю детали по бокам с лицевой стороны, прошиваю прямой строчкой, выворачиваю, обрезаю лишнее и снова прошиваю с изнанки. Вот такой боковой шов у меня получился. С рукавами я решила также использовать французский шов. Короче говоря, я вставила рукава изнанкой наружу в блузку, лицевой стороной наружу. Сколола, прошила и затем вывернула и снова прошила. В моем прототипе блузки должен был быть вырез, и я его сделала на полочке сверху посередине детали глубиной 10 см. Для обработки этого выреза я выкроила прямоугольник шириной 4 см и длиной 14 см. На нем сделала разрез 11 см посередине. Муж позвал меня обедать через 1,5 часа, и я думаю, может быть, я успею дошить свою кофту, и я уже пойду такая вся красивая, нарядная. Хотя всего час, получается, остался. Я сейчас еще тут пока соберусь туда-сюда. Ладно, попробуем. Получившиеся хвостики заутюжила пополам для удобства. Далее с лицевой стороны прикладываю получившуюся деталь к моему вырезу, скалываю так, чтобы линии среза совмещались, и прошиваю по краю, чтобы зафиксировать. Затем убираю булавки и как бы откидываю, выворачиваю деталь обработки края на изнаночную сторону блузки. Снова скалываю, но лишь для фиксации, и затем еще раз загибаю наизнанку и уже финально скалываю булавками. Так, я все это вывернула
на изнанку, с изнаночной стороны, вот так держу, и буквально сейчас будет происходить хирургическая операция. Вот эту штуковину берем, оттягиваем. Почти готова пришить, но теперь еще поправляю с изнаночной стороны низ этой детали. Я ее складываю треугольником и фиксирую булавкой. И затем сначала пришиваю этот треугольничек и финально пришиваю края прямой строчкой. Вот такой вырез у меня получился, и теперь мне нужно оформить горловину блузки, поэтому я выкраиваю бейку шириной 3 см и тонкую длинную ленту для завязки. В готовом видео она у меня 5 мм, но я пожалела, что у меня не было просто шнурка. И перехожу к пришиванию бейки сверху по горловине. Я ее прикалываю по линии среза, прошиваю по самому краю, а затем с изнаночной стороны загибаю еще раз, чтобы у меня получился тоннель. Концы тоннеля я оставляю открытыми около выреза, чтобы потом вставить туда ленту. Ленту-шнурок вставляю с помощью булавки, и мне осталось только пара моментов. Это обработать низ изделия и оформить рукава. Низ изделия я просто подворачиваю 2 раза и прошиваю прямой строчкой. А с рукавами все то же самое, только я оставляю небольшую дырочку, через которую потом вставляю резинку. На этом у меня все готово, и я пошла примерять, а вы можете оценить в комментариях полученный мной результат. Блузка получилась шить очень быстро, и она получилась очень легкая и приятная на ощупь. Я осталась довольна. Спасибо, что посмотрели это видео, и отдельное спасибо за комментарии под прошлым видео. Это было просто очаровательно и супер мило. Ссылка на мой телеграм-канал будет в описании, там я сделала подборку выкроек подобных блузок, если вы вдруг вдохновитесь и захотите повторить такую же блузку. Всем пока! Продуктивность было ее второе имя. Красавица. Несет мусор. Как бы выкинуть так, чтобы телефон не выкинуть.